Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. В этом коротком видео я расскажу, что мы делаем с клубникой после того, как она отплодоносила. Это очень важные действия, которые помогут существенно увеличить урожай в следующем году. Первое, что мы делаем, это проводим обрезку устаревших листьев. Все дело в том, что на старых листьях могут сосредотачиваться возбудители заболеваний, личинки различных вредителей, поэтому их нужно удалить. Новые молодые листья, они очень быстро нарастут. В среднем кустик должен выглядеть вот так. Вот смотрите, мы обрезали, сейчас еще осматриваем его, конечно же, удаляем все усы, поврежденные вредителями, болезнями листья, оставляем вот несколько буквально молодых листочков, или вот следующий кустик, который мы уже обрезали. Вот так приблизительно должен выглядеть. Молодые листья из розеточки сейчас очень быстро нарастут, тем более мы им в этом поможем. Следующий обязательный момент — это проведение подкормки нужным удобрением. Необходимо провести подкормку с повышенным содержанием азота. У меня в руках Рост-концентрат, но в принципе у вас может быть любое другое удобрение приблизительно с такой формулой. Смотрите, азот 15, 7 фосфора, 7 калия, то есть азота в 2 раза больше. Почему именно нужно, чтобы азота было больше? Да, для того, чтобы молодые листья как можно быстрее наросли, зазеленели, чтобы кустик стал пышным. До наступления устойчивых холодов обрезанный куст должен набрать зеленой массы и уйти в зимовку уже хорошо облиственным. Малооблиственная клубника плохо зимует. Это уже проверено не раз, поэтому, друзья, вот сейчас, в конце июля, когда проводим все эти операции, обязательно проводим подкормку с повышенным азотом. Если у вас вдруг нет Рост-концентрата, как в моем случае с формулой 15-7-7, тогда смотрите, как можете поступить. Берете любое универсальное удобрение с одинаковыми азотом, фосфором и калием. Это может быть даже, ну давайте на примере самого распространенного нитромофоски вам расскажу. Нитромофоска имеет в широком таком распространении формулу 16 азота, 16 фосфора, 16 калия. Видите, все одинаково. Но нам нужно, чтобы азота было больше. Поэтому берем 10 грамм нитромофоски и добавляем туда еще 5-7 грамм аммиачной селитры, самой обычной, самой дешевой, самой простой аммиачной селитры. Идет нарастание и зеленой массы, и плюс за счет фосфора и калия будет нарастать корневая система. Друзья, почему так важно сейчас поспособствовать не только нарастанию листостеблевой массы, а и корневой системы? Да потому что вот именно сейчас, после окончания плодоношения, клубника по своей физиологии начинает закладывать на корни цветочные почки. От того, насколько много и в каком количестве будут заложены сейчас цветочные почки на корнях клубники, будет зависеть, сколько цветочков и, соответственно, сколько ягод мы увидим на этих кустах в следующем сезоне. Поэтому вот в чем важно, чтобы в удобрении обязательно был и фосфор, и калий. Но чисто фосфорно-калийную подкормку, которая будет улучшать зимостойкость и перезимовывание наших растений, вот этих, мы будем проводить попозже, в конце лета, в начале осени. Об этом отдельно поговорим. Если у вас есть укоренитель, есть корневин, есть радифарм, добавьте также в раствор к удобрению и пролейте. Вот именно укоренитель будет стимулировать развитие корневой системы. И, соответственно, больше цветочных почек заложится, больше урожай получим. После обрезки листьев и подкормки проводим обязательную обработку. Смотрите, мы порезали все листья. Здесь находится основная масса возбудителей, болезней и вредителей. Но также они остались вот где-то в междурядьях, где-то на растительных остатках. Кстати, все сорняки нужно убрать. На сорняках может быть большое количество, в том числе различных болезней и вредителей. Поэтому почва должна быть чистая. Должны остаться только кустики клубники с молодыми листьями. Они чистые относительно, потому что даже на молодых листочках могут быть. Поэтому проводим обработку. Смотрите, от комплекса заболеваний мы будем обрабатывать квадрисом. Это хороший препарат от комплекса болезней. Если нет квадриса, можете использовать свич, скор, топаз. И от комплекса вредителей мы будем использовать вертимек. Если нет вертимека, можно использовать фуфанон, актелик и что-нибудь подобное. Проводим обработку и междурядий, и кустиков, и таким образом еще дополнительно очищаем участок от заболеваний вредителей. Следующее, что делать на постоянной основе, это проводить поливы
корневая система клубники во второй половине лета должна быть постоянно во влажной среде. Если корневые окончания клубники несколько раз в течение второй половины лета пересохнут, то корневая система просто-напросто остановится в своем развитии. И, естественно, это резко уменьшит закладку цветочных почек. Вот, друзья, все действия, собственно, которые необходимо сделать с клубникой после плодоношения. Но все, о чем я рассказал сейчас, относится именно к клубнике одноразового плодоношения. Если у вас ремонтантная клубника, там совсем все по-другому, и это совсем отдельный разговор. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.